Всем привет, ребята! Хоть у нас с вами заканчивается лето, но зима Whiteout Survival в самом разгаре. И вместе с ней повторно стартовал у меня на сервере один из самых новых ивентов – снегоуборщики. Сегодня я поделюсь с вами всеми фишками и секретами, которые помогут пройти его максимально эффективно. Как быстрее набирать очки, стоит ли донатить в этот ивент и как правильно тратить накопленные ресурсы в период мероприятия. Так что присаживайтесь поудобнее, заваривайте чаек и давайте начинать. Сегодня мы разберем несколько советов по мероприятию снегоуборщик. В прошлом ролике я уже рассказывал вам базовую информацию об этом ивенте. Если вы его еще не смотрели, ссылка сейчас появилась у вас в правом верхнем углу. Обязательно его посмотрите после просмотра этого ролика. Там я подробно разобрал основы события, а сегодня хочу поделиться именно практическими советами, основанными на моем личном опыте участия в снегоуборщиках месяц назад. Напоминаю, что мероприятие проходит раз в 4 недели и чередуется с рыбалкой. То есть условно, на одних серверах сегодня снегоуборщики, а на других рыбалка. Через 2 недели они меняются местами. И так по кругу. Что касается советов, сразу уточню. Это исключительно мое личное мнение. В каких-то моментах вы можете полностью со мной согласиться, а где-то категорически не разделять мою точку зрения. И это абсолютно нормально. Как говорится, сколько людей, столько и мнений. Моя задача поделиться своим опытом, а окончательное решение, как действовать, всегда остается за вами. А теперь давайте начинать с советами, которыми я хочу поделиться сегодня с вами. И первый пункт, который мы с вами рассмотрим, это донат. Лично мне данное мероприятие напоминает рыбалку, где наша задача вместо всех видов рыб собирать карты. А за собранные коллекции мы получаем промежуточные награды. Это мое второе участие в мероприятии, и у меня удалось уже в первый же день второго участия в снегоуборщиках открыть 60 промежуточных карт, которые позволили мне получить рамку аватара. По такому же аспекту, я хочу и дальше участвовать в этом мероприятии, без доната. У меня ограниченный бюджет по покупкам, и я не вижу смысла для себя покупать какие-либо глобальные покупки в этом мероприятии. Как рано или поздно у меня получится собрать все промежуточные награды. Будет это через год, либо через месяц, для меня это не принципиально. Просто буду идти своим темпом и не делать для себя покупки в этом ивенте. Единственный вариант покупки, который я осматриваю в этом мероприятии, это покупка набора снежного воителя за $1. Так я сделал в предыдущем мероприятии снегоуборщиков. А для чего я это сделал? Все просто. У меня параллельно со снегоуборщиками сегодня стартовало мероприятие «Блики зари», где одна из ежедневных задач – это совершение любой покупки. В данном мероприятии не указано, брать пакет за $1 или за 5. Так что тем самым я могу сделать покупку набора снегоуборщиков и тем самым сэкономить ключи в мероприятии «Блики зари». Другие донатные покупки я не рассматриваю в текущем мероприятии. Я не хочу увеличивать свой ежемесячный бюджет в игру, так что ограничусь максимальной покупкой в $1 для закрытия мероприятия «Блики зари». И теперь давайте перейдем к следующему пункту. Периодически в чате телеграм-канала люди спрашивают за приоритетность улучшения снаряжения снегоуборщика. Как вы все знаете, всего доступно 4 элемента снаряжения. Снегоуборщик, перчатка, пальто и снегоступы. Каждый элемент дает свои эффекты. Улучшая снегоуборщик, мы повышаем атаку и дальность его действия. Улучшая перчатку, мы получаем бонус к здоровью и уменьшаем расход топлива в секунду. Улучшая пальто, мы снижаем получаемый урон и ускоряем пополнение топлива. Улучшая снегоступы, мы увеличиваем скорость передвижения и восстанавливаем здоровье в секунду в зоне костра. Как в случае со снаряжением либо талисманами губернатора, здесь важно правильно выбрать приоритетность прокачки. На первом месте я бы поставил пальто. Оно ускоряет пополнение топлива, а без топлива мы просто не сможем играть данное мероприятие. К тому же, восполнение топлива идет даже в офлайн режиме. На втором месте идет перчатка, ведь она уменьшает расход топлива в секунду. Третий приоритет – это снегоуборщик. Он увеличивает дальность действия и общую эффективность. И в последнюю очередь мы прокачиваем снегоступы, которые усиливают регенерацию здоровья. Имейте в виду, что поднять уровень одного предмета может понадобиться и подтянуть другие, как вы сейчас видите на экране. Но теперь вы знаете оптимальную последовательность и можете прокачиваться максимально эффективно. Следующее, что мы с вами обсудим, стоит ли ждать рестарта, или же я могу зайти тогда, когда мне будет удобно. Если бы я донатил в это событие, я бы однозначно ждал рестарта, чтобы сразу прокачать на возможный максимум куртку, так как она мне дает возможность получить больше топлива. Я понимаю, что не у каждого из вас есть возможность находиться в сети во время рестарта, так как для большинства из вас это глубокая ночь. Но все же, если вы играете без доната, то особой необходимости ждать рестарта я не вижу. Топливо будет накапливаться в базовом количестве, пока вы спите. И что самое приятное, в данном мероприятии нет ограничения по накапливанию топлива. Теперь давайте с вами обсудим следующий пункт. Непосредственно на поле сбора у нас доступны различные дополнительные бустеры, такие как аптечка, персональный снежный щит, снегоуборщик, ультрамагнит, ракета и бесконечное топливо. Если со щитом и аптечкой все понятно, то с остальными бустерами можно делать интересные комбинации. Обычно для себя я действую по такому сценарию. Сначала я нахожу ракеты и активирую их, и после этого я подбираю магнит, чтобы собрать весь уголь, который нам доступен. Ну и, конечно же, изведаю новые территории, которые доступны на карте, и убиваю животных с помощью бесконечного топлива и снегоуборщика.
Данные объединения показали себя максимально эффективно. Касательно базовых ракет, которые у вас остаются в рюкзаке, я настоятельно рекомендую их не использовать на первых 20 этапах мероприятия, а оставить уже их на 20 этап и выше. На более мелких этапах особой необходимости в этом нет. И следующее, что мы с вами обсудим, это повышение уровня костра. Эта тема вызывает много разногласий. Кто-то предпочитает не улучшать его, а оставить этот уголь для преобразования в топливо. Другие же считают наоборот. Теперь давайте подойдем к этому вопросу более детально. Первое, что вы должны понимать, что за 20 единиц угля вы получаете 1 единицу топлива. Улучшение костра стоит 200, 500 и 800 угля. Таким образом, это получается 10, 25 и 40 единиц топлива. Да, возможно, это и спасет вас на каком-то этапе. Но для себя я выбрал стратегию улучшения костра, как только собралось нужное количество угля. Так как это, во-первых, расчищает снег вокруг костра, а во-вторых, снижает расход топлива, как вы сейчас увидите на экране. И как дополнительный бонус, нам открывается бонусный зверь. Это олень. О нем и будет наше следующее обсуждение. И тут возникает вопрос, бить или не бить оленя. Когда вы наносите удары по нему, он дает немного угля. Полная победа дает один бустер на бесконечное топливо. Что же нам это дает на начальных областях? Я успеваю быстрее расчищать всю территорию, прежде чем победить этого оленя. А вот где-то с уровня 15 его ценность повышается. Но главное помните, удачная комбо заключается в следующем. Заманите оленя к снеговику или другому животному и убейте их одновременно. Либо же расчищайте снег, и тогда вы получите максимальный бонус. Когда у оленя остается мало очков здоровья, постарайтесь заранее спланировать свой маршрут для максимального профита буста в виде бесконечного топлива. Следующее, что мы с вами обсудим, это атаки на зверей. Если во время атаки у вас закончилось топливо, не бегайте по карте в разные стороны. Главная задача вернуться к костру. В круги огня звери не заходят, и вы спокойно сможете восстановить ваше здоровье. После этого выходите из меню снегоуборщика и ждите накопления энергии. Обязательно следите за красными кругами, они наносят урон. Старайтесь при первой же возможности их избегать, чтобы не терять ваше здоровье. По такому же принципу действует и атака на примата. При ударе появляется красный круг урона. Сразу выходите из него, а затем уже наносите повторную атаку или снова возвращайтесь к костру для восстановления. Следующее, что мы с вами обсудим, это награды за этап. Помимо наград за прохождение области, в каждом этапе в левом верхнем углу экрана находится счетчик дополнительных миссий, которые нужно пройти в течение этапа. За каждого убитого зверя вы получаете алмазы и коллекционные карточки. Карточки нужны, чтобы открывать промежуточные награды в меню прогресса. Сундуки приносят дополнительные ресурсы. Спасение выживших позволяет взять их вам в команду, и они повышают эффективность работы снегоуборщика. Уничтожение снеговиков дает топливо и уголь. Основная цель этапа – пройти на 95%. Но не забывайте и про дополнительные миссии, которые отображаются слева в меню. И как совет хочу вам сказать следующее. Не стойте на одном месте при выполнении заданий. Передвигайтесь по кругу, так как вы не только выполните миссию, но и расчистите больше снега вокруг. Последовательность выполнения этапа, по моему мнению. Сначала найдите замерзшего помощника, с ним уже ищите ракету, затем подбирайте остальные бустеры, усиление снегоуборщика и магнит как вариант, и после этого спокойно выполняйте оставшиеся задания и закрывайте этап на 95%. Делать на 100% совсем не обязательно. Следующее, что я хочу с вами обсудить, это сохранение ресурсов в период мероприятия. Запомните важный момент. Топливо, которое копится в пассивном режиме, не переносится в следующее мероприятие. Поэтому в день, когда у вас заканчиваются снегоуборщики, используйте все накопленное топливо максимально близко к рестарту, иначе оно у вас просто пропадет. А вот ракеты, которые выпадают во время события, можно сохранить на будущие ивенты. Лично я буду копить такие ресурсы. Почему? Рано или поздно наступит такой момент, когда мне не будет хватать определенной карточки в сезоне. В этот момент я буду использовать ракеты, пока не получу нужную карту. Так я буду действовать в каждом сезоне. И как только условно закрою сезон, например, восстановление рая на 65 из 65, то больше не буду тратить ресурсы в этот сезон, а буду начинать копить их для следующего события, где останутся незакрытые карточки из других сезонов. Что касается донатных покупок, например, ящиков с топливом или инструментами снегоуборщика, то они никуда не пропадают после завершения мероприятия. Их можно смело хранить на будущее. Вот такие советы я решил вам рассказать сегодня про снегоуборщиков. Надеюсь, это видео было для вас полезным. Ставьте лайк, пишите в комментариях свои результаты и делитесь своими лайфхаками. Это новое мероприятие для всех нас, так что давайте вместе учиться играть в снегоуборщиков грамотно. Подписывайтесь, чтобы не пропустить новые гайды и инсайды по Whiteout Survival на YouTube и Телеграме. Напоминаю, что послезавтра, 21 числа,
Нас ждет большое обновление в игре. Я уже выкладывал пост в Телеграме, и кто подписан, тот в курсе про это. Если вы еще не подписаны на Телеграм-канал, то пора уже это сделать. Удачи вам в ивенте, до встречи в следующих видео. Всем спасибо за просмотр и всем пока-пока.